Эй, думали когда-нибудь, что природа может устроить настоящий хаос? Подумайте о прошедших 30 годах. Это была настоящая проверка на прочность, буквально швыряющая нас в битву с элементами. В этом видео я покажу вам, как мир адаптируется или проигрывает, и что из этого выходит, о конкуренции с природой. Почувствуйте на себе, кто тут на самом деле главный. Ну, будет жарко, обещаю. 28 сентября 2018 года остров Сулавеси в Индонезии подвергся землетрясению магнитудой 7,5 баллов по шкале Рихтера. В результате этого стихийного бедствия на город Палу и несколько населенных пунктов округов Донгала и Мамуджу, расположенных в провинциях Центральной Сулавеси и Западной Сулавеси, обрушилось цунами высотой от 5 до 6,5 футов. Число погибших превысило 1400 человек. Большая их часть находилась в Палу, где в тот момент проходил крупный этнокультурный фестиваль, привлекший множество людей. Ураган, обрушившийся на остров Доминика 19 сентября 2017 года, привел к разрушительным последствиям. Более 90% строений на острове были повреждены или полностью уничтожены. Помимо Доминики, значительные повреждения получили Гваделупа, Мартиника и остров Санта-Крус, входящий в состав американских Виргинских островов. На следующее утро, 20 сентября, стихия достигла Пуэрто-Рико, вызвав массовые наводнения и разрушения. Вся территория страны осталась без электроснабжения. Связь была нарушена. Около 3,5 миллионов жителей остались без электричества. В 2018 году власти Пуэрто-Рико пересмотрели данные о количестве погибших, увеличив цифру до 2975 человек. В конце июля 2013 года на Дальнем Востоке России проливные дожди привели к резкому подъему уровня воды в реке Амур, что вызвало обширные подтопления в регионе. Расход воды в Амуре достиг 1 600 000 кубических футов в секунду, тогда как норма составляет более 706 000 кубических футов. От наводнений пострадали такие регионы, как Амурская область, Магаданская область, Еврейская автономная область, Приморский и Хабаровский края, а также Республика Саха, Якутия. Под воду ушло свыше 3 миллионов квадратных миль территории. Более 13,5 тысяч жилых домов оказались затоплены. Пострадали более 135 тысяч человек. Общий ущерб составил более 500 миллиона рублей, что сделало эти наводнения одними из наиболее дорогостоящих природных катаклизмов в истории России. Тайфун Хаян, разразившийся в ноябре 2013 года, вошел в историю как один из мощнейших тропических циклонов, когда-либо зарегистрированных метеорологами. Основная ударная волна пришлась на территорию Филиппин и близлежащие государства. По оценкам ООН, общее количество пострадавших составило более 11 миллионов человек, большинство из которых проживали на Филиппинах. Тысячи людей потеряли свои дома, а 530 тысяч пришлось эвакуировать. Во Вьетнаме эвакуация затронула более 600 тысяч граждан. Тайфун уничтожил примерно 585 тысяч жилищ и нанес серьезные повреждения еще 588 тысячам построек. Землетрясение магнитудой от 9 до 9,1 балла, произошедшее вблизи острова Хонсю в Японии, привело к образованию мощного цунами, которое нанесло значительный ущерб северным регионам японского архипелага. Общее количество погибших в результате катастрофы составило 19 747 человек. Еще 2556 человек остались пропавшими без вести в 6 префектурах. Ранеными оказались 6242 человека в 20 префектурах. После трагедии тысячи выживших оказались изолированными от внешнего мира. Однако спасательные операции позволили спасти более 25 тысяч человек. Экономический ущерб от землетрясения, случившегося 11 марта 2011 года, оценивается в сумму от 198 до 309 миллиардов долларов США. Несмотря на то, что во время извержения вулкана в 2010 году никто не погиб, но это событие оказало значительное воздействие на мировую экономику, особенно в Европе. Огромные облака вулканического пепла, выброшенные в атмосферу,
практически остановили авиационное сообщение в странах Европы. Этот природный катаклизм существенно повлиял на жизнь миллионов людей как в самом Европейском Союзе, так и в Северной Америке. Тысячи рейсов, включая пассажирские и грузовые, были отменены. Авиакомпании ежедневно теряли более 200 миллионов долларов. 12 января 2010 года жители острова Гаити столкнулись с одной из крупнейших катастроф в своей истории. Серия подземных толчков, главный из которых достиг магнитуды 7 баллов по шкале Рихтера, привела к тому, что значительная часть страны превратилась в руины. Даже президентский дворец, считавшийся одним из самых прочных сооружений в стране, был разрушен. Официальные данные свидетельствуют о том, что в результате землетрясения и его последствий погибли более 222 тысяч человек, а 311 тысяч получили ранения различной тяжести. Миллионы гаитян остались без крова, хотя магнитуду 7 баллов нельзя назвать редкостью для сейсмологических событий. Масштабы разрушений в Гаити были столь значительными из-за крайне изношенной инфраструктуры и низкого качества строительства большинства зданий. 2 мая 2008 года тропический циклон Наргис обрушился на Мьянму, страну в Юго-Восточной Азии, расположенную на западе полуострова Индокитай. Менее значительные последствия ощущались также в Шри-Ланке, Бангладеш и Таиланде. Скорость ветра достигала 133,5 миль в час. По данным ООН, от удара стихии серьезно пострадало около 1,5 миллиона человек. 90 тысяч погибли, а еще 56 тысяч числятся пропавшими без вести. Сильнее всего пострадал крупнейший город страны – Янгон, а многие населенные пункты были буквально стерты с лица земли. Большая часть страны осталась без электроэнергии. Улицы заполнились мусором и обломками деревьев. Нарушилась телефонная связь. Прекратился доступ в интернет. В конце августа 2005 года ураган Катрина обрушился на юго-восточное побережье США в районе Мексиканского залива. Основной удар принял на себя город Новый Орлеан и штат Луизиана. Поднявшаяся вода прорвала защитные дамбы, окружавшие город, в результате чего около 80% городской территории оказалось затопленным. Были разрушены целые кварталы, уничтожена инфраструктура, транспортная сеть и коммуникации. Жертвами урагана стали 1836 человек, а более миллиона людей остались без жилья. Экономический ущерб от этой катастрофы оценивается в 125 миллиардов долларов. За последующие 10 лет Новый Орлеан так и не смог полностью восстановиться и вернуться к прежней жизни. 8 октября 2005 года произошло землетрясение с эпицентром в расположенном в Пакистане регионе Кашмир. Мощность толчков составила 7,6 баллов по шкале Рихтера. Пакистанское правительство подтвердило гибель 86 тысяч человек, хотя неофициальные источники указывают на возможное увеличение числа жертв до 100 тысяч. В Индии число погибших составило 1380 человек. Это землетрясение стало самым мощным в Южной Азии за последние 100 лет. Было разрушено 32 тысячи зданий, оставив без крова около 4 миллионов человек. Финансовый ущерб, понесенный Пакистаном, оценивается в 12 миллиардов долларов. 26 декабря 2004 года останется в памяти человечества как день, когда огромная волна обрушилась на побережье множества стран в Индийском океане. Все началось с сильного землетрясения магнитудой от 9,1 до 9,3 балла, произошедшего недалеко от острова Суматра. Это вызвало гигантскую волну высотой свыше 49 футов, которая распространилась по всему океану, сметая с лица земли сотни населенных пунктов и популярных морских курортов. Цунами охватило прибрежные зоны таких стран, как Индонезия, Индия, Шри-Ланка, Австралия, Мьянма, Южная Африка, Мадагаскар, Кения, Мальдивы, Сейшелы, Оман и другие государства, расположенные вдоль берегов Индийского океана. Официальные данные сообщают о более чем 300 тысячах погибших в этой катастрофе. При этом многие тела так и не были найдены. Волна унесла их в открытое море. Последствия этой катастрофы оказались колоссальными. Во многих местах инфраструктура так и не была полностью восстановлена после цунами 2004 года. Летом 2003 года Европу накрыла аномальная жара,
длившаяся с июля по август. Причиной повышения температур стало сочетание горячего континентального воздуха и южных ветров, что привело к ослаблению охлаждающего воздействия Атлантического океана на климат Западной Европы. Общие потери среди населения составили более 70 тысяч человек. В Италии было зарегистрировано около 20 тысяч смертей. Во Франции – от 14 800 до 19 тысяч. В Испании – почти 13 тысяч. В Германии – около 9,5 тысяч. В Нидерландах – около 1500 человек. Жертвы также были зафиксированы и в других странах, однако в гораздо меньших количествах. В регионах, затронутых аномальной жарой, отмечалось снижение среднего объема сельскохозяйственного урожая на 10%, а также сокращение валового внутреннего продукта – 0,5%. 26 января 2001 года в индийском штате Гуджарат, расположенном на юго-западе страны, произошло землетрясение магнитудой 7,7 баллов. Наибольшие разрушения произошли в городах Будж и Ахмадабад. Землетрясение унесло жизни более 20 тысяч человек, из которых 15 тысяч были жителями города Бхудж. Еще 167 тысяч человек получили различные травмы. Кроме того, были разрушены 339 тысяч зданий и повреждены около 783 тысяч строений. Повреждения также коснулись большинства мостов и дорог в этих районах. Общий ущерб от землетрясения составил 1 миллиард 300 миллионов долларов США. Последствия землетрясения ощутили и в южной части соседнего Пакистана, где погибли 18 человек и около 100 получили ранения. 17 августа 1999 года, неподалеку от турецкого города Измит, расположенного в 56 милях к югу от Стамбула, произошло землетрясение. Его магнитуда составила 7,6 баллов по шкале Рихтера. В результате землетрясения в Мраморном море образовалось цунами с волнами высотой до 10 футов. По официальным данным, число погибших составило 17 217, а раненых – 43 959. Около 600 тысяч человек остались без крова. В городе были сильно повреждены линии электропередач и связи, а также системы водоснабжения. Первоначальные оценки ущерба превышали 25 миллиардов долларов, но позже эта цифра увеличилась еще на 5-7 миллиардов. В 1998 году в Атлантическом бассейне произошел один из самых мощных тропических циклонов – ураган Митч, скорость ветра которого достигала 177 миль в час. Из-за медленного перемещения с 29 октября по 3 ноября ураган принес рекордное количество осадков в Гондурас, Гватемалу и Никарагуа. По неофициальным данным, местами выпало до 75 дюймов дождя. К концу 1998 года было подтверждено, что минимум 11 374 человека погибли, а более 11 тысяч считаются пропавшими без вести. Истинное число жертв, вероятно, так и останется неизвестным. Кроме того, около 2 700 000 человек остались без крова. Общий ущерб, причиненный стихией, оценивается приблизительно в 6 миллиардов долларов по ценам 1998 года. Глобальное потепление, загрязнение окружающей среды и развитая промышленность приводят к нарушению баланса экосистем планеты. Землетрясения возникают, когда тектонические плиты сдвигаются, вызывая сильные колебания земной поверхности. Магнитуду землетрясений измеряют по шкале Рихтера от 1 до 10 баллов. Извержения вулканов происходят, когда раскаленная магма поднимается из недр Земли и вырывается наружу через вершину вулкана. Вместе с лавой в воздух выбрасывается вулканический пепел, представляющий опасность для здоровья людей и животных. Цунами – это серия огромных океанических волн, чаще всего возникающих в результате подводных землетрясений. Эти волны внезапно обрушиваются на берег, приводя к многочисленным жертвам. Высота волн может достигать 98,5 футов. Наводнения – это стихийные бедствия, возникающие, когда уровень воды в реках и морях резко повышается. Внезапные наводнения способны смывать целые поселения. Жаркое сухое лето нередко сопровождается масштабными лесными пожарами и жесткими засухами. Лесные пожары особенно опасны при сильном ветре, так как они быстро распространяются. Засуха ведет к голоду, потому что почва высыхает,
и на ней невозможно вырастить растения и овощи. Торнадо – это мощные вихри, способные разрушать здания, поднимать в воздух людей, животных и тяжелые предметы. Торнадо и ураганы часто встречаются в Америке и Атлантическом океане. Оползни происходят, когда грунт и камни на склонах становятся рыхлыми и насыщенными влагой, начиная сползать с холмов и гор. Природные катастрофы несут огромные страдания многим странам и народам. Они уносят множество человеческих жизней. Тысячи людей остаются без крыши над головой, без средств к существованию, нуждаясь в медицинской и психологической поддержке. А у меня, друзья, есть для вас интересное предложение. У вас есть уникальная возможность стать частью нашей команды. Если вы владеете навыками видеомонтажа, можете озвучивать ролики на русском, английском и других языках, или же пишите интересные сценарии. Мы будем рады с вами поработать. Пишите в нашего телеграм-бота. Ссылка в описании. На сегодня это все. До новой встречи!